Здравствуйте, дорогие друзья! Новый год, новое начало. Этот раз мы будем смотреть 12 знаков зодиака. Самый первый у нас Козерог. И как всегда будем посмотреть любовь, работа и что надо знать. Мешаю я карту Таро. Козерог. Любовь. Работа. И на Райдер Вайта я буду посмотреть, что вам еще надо знать. Интересно. Ничего особенного плохого я не вижу. В любви вы чувствуете очень уверенно в себе, может быть, даже слишком уверенно в себе. И это могут отдать у вас дома проблемы. Не надо думать только о себе, надо идти на половину пути. Но, как это правильно сказать, наверное, надо найти баланс. Вы хотите январь сделать все по-своему, но говорит, что иногда надо уметь слушать. Если вы ищете себя отношения, я бы сказала, это не тот месяц, потому что вот когда очень сильно самоуверенность в себе, вы можете тянуть себе неправильного человека рядом. Такие энергические, как будто вампиры. Но совет по поводу отношений можете спросить от женщины, которая намного старше вас, 5-7 лет как минимум старше вас, и светлые. У них какие-то тайные знания для вас есть. Работа, да, сплетни. Там сплетни, и если там у вас в прошлом были какие-то проблемы или непонимания, они появятся у вас опять. И то же самое, как почти, что говорит, что баланс надо найти. Мне кажется, вы очень слабые будете на работе этот месяц, как-то не очень хотите работать и не очень хотите от себе что-то отдать. Больше надо работать и меньше думать, и меньше разговаривать на работе. Что вам надо знать? Козерог мужчина, молодые, до 35, очень хорошее время для нового бизнеса, но только если у вас есть план, если вы четко знаете, что вы хотите. Просто так, что я начинаю, и на самом деле не знаю, что я хочу, как я хочу, не надо начинать. План надо бумаг, надо ручку, надо писать, что вам надо. А так говорит, что энергия не работает против вас, вы сами будете работать против себя. Следующий у нас, ой, господи, эти на русском языке вспоминать все, водолей, по-моему, водолей, ну вы, короче, понимаете. Так, мешаю я карту Таро. Водолей. На английском это Aquarius. Что-то я хочу вот именно так сейчас сделать. Я всегда пойду по ощущениям. Любовь. О, у вас очень хорошее почти время. Работа. И что вам надо знать? Что вам надо знать? Начинаем от любви. Если вы свободны, очень хорошее время найти себе свою половину. Очень хорошее время. Но говорит, что этот шанс будет там, где вы этого не ожидаете, от совсем другого места. Значит, вам надо ходить из дома, уходить из дома, и вам надо как-то... Мне кажется, там я вижу еще вода. Вот надо побывать либо на отдыхе, или рядом вода. Вот где вода, там будет встреча, почему-то я сильно ощущаю. Кто-то будет уходить от отношений, какой-то боль. Но это информация для вас, если вы пытались очень давно спасать отношения. Вы именно этот месяц начинаете понять, что она не работает. И вы, наверное, и принимаете этот
решение. Если у вас это нет, у вас все нормально, но говорит, что другого человека спасать не стоит. Пусть твоя половина делает свои ошибки. Это урок для нее или для него. Работа. Пора искать что-то нового. Если вы начинаете искать что-то нового, у вас очень хороший результат будет. Если вы недовольны, хорошее время для этого. Если вы сейчас довольны, где вы находитесь, и на работе вы довольны, там есть опасности. Движения нету, но говорит, что не все так, как кажется. Мне кажется, кто-то будет на вашу шею отдать больше, чем вы на самом деле должна сделать. И вы как-то молчите, и будете это как-то продолжать и делать. Не надо. Смотрите, сколько вы делаете и сколько вы получаете. Там баланс нету. Что вам надо знать? Громко надо говорить, что вы ощущаете. Вот это надо сделать громко. Не надо молчать, и свою правду надо говорить вслух. Не только в голове, а вслух. В денежном плане хорошие возможности, но только если вы будете что-то планировать или делать одна или один. Не надо компанию, не надо со всеми. Если вы что-то получаете огромного в денежном плане, об этом говорить не надо. Будет очень много людей рядом, которые хотят вас пользовать. Интересно. Тогда у нас рыбы. Рыбы. Один из самых спокойных знаков зодиака. Рыбы. Рыби. Рыбы или рыбы? Pisces. Посмотрим. Так. Ого. В любовном плане, конечно, будет какое-то переживание. Именно у мужчины. Рабочий. Ой, у рыбы у вас как-то не очень месяц. Что у вас очень много переживаний и очень много одиночества этот месяц. И очень много вам как будто поставить через выбор. Вам придется как-то что-то выбирать даже. В отношении очень много проблем именно у мужчины. И партнеры как-то отпускают как будто руки. Они не хотят больше двигаться дальше. Они не хотят от себя больше отдать. Хоть ваша работа не принять это, а пытаться это менять. Доказывать, показывать, что они могут терять, если вы уходите. Эта игра не надо играть. Это какая-то маленькая вот такая мягкая игра. А если вы ищете, вообще не этот месяц себе найти партнера, потому что она не будет задерживаться долго. Поэтому не ищите этот месяц, занимайтесь собой. Мне кажется, очень много эмоциональности этот месяц. И мне кажется, лучше что-то оставить при себе. Не все надо разговаривать. И не все надо открывать от себя. Особенно какие-то секреты или мысли, которые у вас давно где-то в голове. По работе, мне кажется, вы вообще ничего не хотите делать. Вы вообще чувствуете, что вам надо начинать слушать в конце концов свое сердце. И надо делать того, что вы на самом деле сильно хотите. Вы как будто проснетесь. Вы начинаете двигаться, вы начинаете делать первые шаги для своей мечты. Что вам надо знать? Менять комфортный зон. Не сидите и ждать, что что-то меняется. Если вы шагов не делаете, изменений не будет. Но торопиться не стоит. Делайте медленно первые шаги. Вот тут вот эта карта резкости, когда быстрое изменение, этого делать не стоит. Делайте шагов, но медленно. Тогда следующий у нас... русский язык. Подожди, я вспомнила это слово. Телец. О, вспомнила, телец. Сын на эстонском. Телец. Так, мешаем карту.
И посмотрим. Любовь. Поставили экстра карту, потому что я что-то не поняла. Работа. О, у вас на работе могут появиться какие-то предложения или даже кто-то вас заметит там и прямо хочет быть с вами. Или появится там кто-то новое или новый. Вы будете жить этот месяц, вы чувствуете страсть, и вам хотят. Что вам надо знать? Короче, в любовном плане много конфликтов этот месяц. Много конфликтов именно между семейными парами, которые долго в отношениях, у вас какие-то проблемы. Мне кажется, вы смотрите уже разные стороны. Один хочет одну, другой хочет совсем другого. И кто-то хочет уходить. Может быть, ваш партнер хочет где-то уходить, где-то далеко. Думает, вот сидит и думает. А вы хотите страсти, вы хотите семейного счастья. Но этого не будет. Мне кажется, у вас разные вибрации сейчас. Но мне кажется, вы от себя слишком много дадите. Вы как ангел-хранитель для этого человека, вы дадите свои крылья, чтобы он бы смог летать. Этого делать не стоит. Начинайте, если ваш человек вам не дает, что вам надо, начинайте этот энергии отдать себе. Потому что я всегда считаю, что надо зеркалить. Я даю тебе столько, сколько ты мне даешь. Тут баланс нету. Мне кажется, вообще вы в разный уровень. Но как я на работе уже сказала, там удачный месяц, вы все правильно делаете, вы чувствуете, что вы все умеете. На работе проблемы нету. Если ищите работу тоже, вы найдете это и, возможно, через работу найдете какую-то любовь в себе. Посмотрим, эта любовь будет держаться, что-то скажет, возьми это. Будет ли эта любовь у вас долго держаться? Да, если вы можете отпускать прошлое, и вы не думаете о прошлом. Совет вам. Говори правду, говори так, как ты чувствуешь. Не надо держать эмоции при себе. Если что-то не нравится, надо об этом говорить. Но говори через любовь, говори через внутреннее ощущение. Не так, что вот ты делаешь это не так, мне это не нравится. Говори, как ты себя ощущаешь, когда он или она так поступает. И говорит, но это говорит время для себя. Может, тебе надо какой-то спа ходить, может, тебе надо ухаживать за себя. Не дай все других, начинай отдать для себя. Ты забывала о себе. Следующий у нас Aries. Aries. Как это на русском? Господи, боже мой. Aries. Надо это посмотреть. Ну, короче, я не знаю, как это на русском языке. Вот смотри, тут внизу, тут написано. Это знак стыд и позор, а? Посмотрим. Aries. Яр. Извините, я буду выучить. В следующий раз я это знаю точно. Семья, любовь. Работа. И что вам надо знать? Что вам надо знать? Но вы недовольны. Вы недовольны, и вы чувствуете, как будто вы живете не свою жизнь. Очень много трудностей были, и очень много трудностей еще впереди. И вы даже не знаете, почему вы держитесь еще. Как будто кто-то играет с вами. И вы даете с собой играть, кстати. Вам надо найти внутренние силы. Многие пары, кстати, держатся ради ребенка. И либо кто-то хочет держать, отношения
через ребенка. Неправильно. И неправильное время найти себе кого-то. Либо тогда вы найдете себе человека, который будет вас использовать. Вот так. В рабочем плане у вас энергия есть, у вас сил есть. И все, что вы дадите, вы все получаете обратно. Может быть, даже какой-то кто-то новое появится на работе, и у вас очень хороший союз или связь будет. Если вы хотите менять работу, тоже очень хорошее время. Вы даже можете получать что-то намного получшего. Что вам надо знать? Вам страсти не хватает. Мне кажется, вам надо учиться что-то нового. Вы как будто стоите на место. Вам надо что-то нового, вам надо как-то от себя... Мне кажется, себе жить больше. Вы очень много отдадите. Семью, для друзья. Но говорит, опять, спешать не стоит. Вам надо думать или идти обратно в прошлое, даже в детство. Какие мечты тогда у вас были? И так надо как-то действовать. Найти свои мечты, которые у вас когда-то были. Следующий у нас близнецы. Близнецы. Посмотрим. Близнецы. Любовь, близнецы. Ох, как это зависимость в отношениях. Никто не может уходить. Или там есть партнер, который пьет или что-то требует, и вы держитесь ради семьи. Ага, экстра карт. Но этого не стоит сделать, потому что она вам ничего не принесет. Только боль. Я посмотрю. Ради этого быть в семье не стоит, потому что ничего не изменится. Если вы ищете себе партнера, возможно, вы найдете именно такого партнера, поэтому не ваш месяц. А если вы спокойны в отношениях, говорит, вам надо пробовать что-то нового. В постель. Что-то нового. Надо удивлять своего партнера. Надо быть больше как-то откровенным. Что-то открывается вам вообще по-новому. Можете страсти снова чувствовать. По работе может появиться какое-то предложение через молодого мужчину. Но это принять не стоит, она принесет какую-то боль или непонимание. Мне кажется, все на работе должна быть так, как она есть. Если вы ищете себе работу, тогда работа найти через молодых парней не стоит. Там только будет боль, переживание. Надо старше, вот через мужчину она стоит, это если это мужчина старше 35 лет. А женщинам... Очень много женщин начинают искать работу где-то далеко. И она этого стоит. Не в своем комфортном зоне, а намного дальше. Если у вас есть какой-то вариант, и вы думаете, она так далеко, но в принципе хороший вариант, возьмите. Что вам надо знать? Все знания у вас уже есть. Вы на самом деле внутри глубоко все знаете. Действовать надо. Но свое эго надо чуть-чуть унизить. Ничего делать другим, чтобы просто показывать и доказывать, не стоит. Падайте потом сами. Интересно. Следующий у нас рак. Смотрим. Рак. Я мешаю как Таро и посмотрим. Любовь. Сами начинаете проблемы искать, где их нету. Вам надо спортом заняться, чтобы забывать о мелочи. Мне кажется, проблемы вообще не будет, вы создаете их сами.
Хорошее время найти именно женщина, себе свою половину. Но вы можете отношения испортить сами. Вы что-то очень тупого делаете. У вас вообще там две такие карты, которые говорят, что вы будете как-то то ли слишком агрессивны, слишком хорошем настроении, и вы начинаете какую-то ерунда говорить. Короче, вам лучше молчать этот месяц и больше слушать других. И единственное, где у вас баланс, это будет на работе, кстати. На работе баланс, и также могут появиться какие-то новые варианты через старую работу, которая у вас когда-то была. А так никакой большой изменений я не вижу. Возможность поиграть в лотерею, именно этот знак зодиака, раки. Да, именно мужчина. И если у вас мужчина рак, пусть купит. Говорит, что деньги будет как будто просто так. Так не бывает, да? Ну, видно, бывает. Следующий у нас лев. Лев или льви. Левы, наверное, это. Давай мешаем карты. Мешаем карты и посмотрим. Кармический месяц именно в отношении заканчивается. Если у вас в прошлом было все плохо, этот месяц у вас, мне кажется, улучшится, наоборот, отношения. Вы какой-то общий язык найдете. И если вы долго не смогли себе свою половину найти, это говорит, что именно не этот месяц, а следующий месяц у вас есть возможность себе даже кого-то найти. У вас какой-то кармический период был. На работе опять карты живу, опять прошлое. Что-то, какое-то предложение тоже от прошлого. И тут какой-то опасность в этом. Надо принять этот или взять? Не стоит. Если вы себе работу ищете, тогда через женщину вы найдете. Светловолосую женщину. Через этого вы найдете в денежном плане. Никакие огромные траты не делайте. И, ну, там, домик купить этот месяц или машину купить не стоит. Будете недовольны, не ваш месяц. Но, в общем, тут, да, говорит, что этот месяц еще карма очень сильно работает. И терпитесь, последний месяц. Это еще чувствуется. Когда вы чувствуете, энергии нету, ничего для вас не работает как будто. И вы даже можете ощущать, что это даже нереально, что все, что вы пытались до этого, ничего не получилось. Она заканчивается. Чуть-чуть все держать. Интересно. Ох, опять это дева, да? Дева. Я тоже дева. Так. Мешаем карту Таро. И посмотрим. Даже воздуха не хватает. Я себе убираю. Не буду на себе смотреть. Я отдельно себе смотрю. Так. Четко хотела это. И что вам надо знать? Короче. В любовном плане вы чувствуете очень уверенно в себе, вы найдете какой-то общий язык с партнером, если вы в отношениях. Даже может появиться какая-то беременность, или если вы, особенно если вы мечтали об этом давно. Но если вы с партнером работаете, возможно, этот месяц появятся какие-то проблемы, именно связанные с деньгами. Если вы работаете вместе. Если вы ищете себе партнера, через работу это не делайте, потому что там результат не будет. Так, я бы сказала, неплохо.
На работе в общем. Делайте свою работу даже если никто вас не замечает, даже никто вам не скажет, что вы молодцы, потому что вы так близко на рай, вы так близко, что люди вас замечают, и вас будет замечать, и вам... Блин, я через себя начинаю опять. Короче, у вас все хорошо будет. И вы получаете за это очень много то ли деньги или другие возможности. Особенно женщина, или если это работа через женщин светлые. Что вам надо знать? Доверяйте свою внутреннюю интуицию. Ваша интуиция говорит вам правду. Очень хорошо этот месяц, если вы путешествовать. Особенно, когда это вы делаете в одиночестве или с подругами, женщинами. Это принесет вам успехов. Особенно, если это женщина с темными волосами. Так. Калут, весы. Посмотрим. Весы. Очень удачный месяц для отношений, особенно если вы это время путешествуете или где-то поедете вместе. Если раньше были проблемы через вот эти путешествия, даже если это другой город или там спа, она вас поможет, кстати. Вот один карт, который мне не очень нравится, посмотрю на это. Если вы думали, что на вас какое-то магическое действие, знаете, что именно этот месяц она заканчивается или не будет уже действовать. Делала свое дело, короче. Это позитивно. На работе могут появиться очень много ссор, очень много конфликтов. Вам мешать туда не стоит. Не стоит, надо от этого уходить. Даже если кто-то пытается вам что-то рассказывать, ой, знаешь, вот она это говорила, или он это сделал, не дайте внимания, эти сплетни вам не нужны. Иначе вы будете потом еще виноваты. Но при таком энергии, конечно, новую работу искать не стоит. Что вам надо знать? От себя много отдать не стоит. Вы начинаете отдать свой жизненной энергии. Мне кажется, вы даже слишком много пережили в прошлые месяцы. И вы чувствуете, что вы не можете расслабиться. Женская компания вам поможет. Как сестры, знаешь, вот когда, мне кажется, женщина для женщины очень нужная. Это мы очень такие эмоциональные. И когда мы в отношениях, мы очень часто забываем о подруге. Надо с подругами больше пообщаться. Следующий знак у нас, по-моему, Скорпион. Смотрим Скорпион. Что говорит Скорпион? Единственный знак зодиака, где в любовь все хорошо, в любви. Работа, конечно, не очень, но зато любви говорит, что вообще какой-то переезд будет или начинает планировать какой-то переезд. И она очень успешно будет. Именно сейчас самое время начинать планировать совместную жизнь и общие планы. И новые проекты в общем. И очень хорошее время найти себе свою половину. Потому что вся энергия будет работать для вас. Но на работе, короче, не так очень хорошо. Опять тут сплетни. И кто-то, который вы доверяли, вы понимаете, даже этот месяц или начать угадывать, что будет работать против вас. Будет работать против вас. И мне кажется, это, даже если вы решаете эту проблему, она появится снова через какое-то время. Как эту проблему решать? Не оправдываться. Не оправдываться вообще. Не оправдываться и просто сказать, что вы ничего не знаете, вы в этом не участвуете. Что вам надо знать? Резкие какие-то движения. Вот знаете, вот когда у вас появится в голове какой-то мысли резко, вот хочу туда ехать, хочу это делать. Не стоит.
вам надо медленно делать шаги. И не надо концентрировать так сильно на прошлое. У вас сила мысли работает очень сильно этот месяц, и вы начинаете притягивать это к себе, кстати. Надо найти в жизни страсти. Мне кажется, у вас страсти не хватает. Страсти не хватает. Не думать ни о чем и просто кайфовать. Вот так. И самый последний у нас, господи, стрелец. Да, точно, стрелец. Стрелец. Это амбур. Угу. Посмотрим. Так, мешаю я карту Таро. И будем посмотреть. Что вам надо знать? И работа. Страхи, боли. Интересно. Короче, я начинаю от любви. Первая карта это как борьба. Борьба, но это может быть борьба с кем-то, или конфликт с кем-то, или это конфликт с собой в голове. И мне кажется, это конфликт на самом деле даже не нужно, потому что если ты от карты смотришься, тигр сильнее. Мне кажется, надо уметь расслабиться. Потому что говорит, что если вы начинаете воевать, все, что вы устроили или делали, или хотели, вы можете разрушить это сам. Мне кажется, этот месяц вам никакие серьезные решения делать не стоит. И тут еще карта как новое начало. Новое начало. Посмотрим, что от этого будет. Но этот шаг надо медленно, значит, сделать, потому что тут это борьба рядом. Новое начало. Да, новое начало и... Подождите. Мне кажется, вам надо прямо вот в голове начинать думать, что вы хотите, как вы жить хотите. Начинать планировать, а не так сильно сразу действовать. Да, рисовать это в голове. Ну это... Ну да, вот как-то так. Работа, страх. Карта страха самый первый. И карта боль в сердце. Мне кажется, вот тут в общем, если вам в общем вот эта картинка смотрю, мне кажется, вы слишком много думаете, кручиваете сами себе. Надо боиться и в любом случае делать. Потому что, мне кажется, вы в самом деле сами не понимаете. Вы может быть, вот это и боли боитесь. Но мы смотрим, конечно, работу. Мне кажется, вот какое-то изменение будет на работе. Какое-то изменение, вы что-то по-другому начинаете делать. Мне кажется, вот старая система уже не действует. Вам надо что-то нового, какую-то более свободную работу. Потому что тут карты вот эти танцы, и там музыка, и там... Это не значит, что вы будете танцевать где-то и с музыкой заняться, но где вы сами решаете, когда вы работаете, что вы делаете и когда вы делаете. Вот так я бы сказала. Как-то вы недовольны этот месяц. Что вам надо знать? Первая карта – любовь. Значит, эта карта говорит, что любовь у вас есть. Вы, наверное, знаете об этом, что она есть. И тут карта еще рядом judgment. Это кармический карта. Это значит, что может быть связано с этим какое-то изменение будет, потому что тут карта еще девятка мечей, это бессонные ночи. Какой-то кармический период у вас заканчивается. Что-то очень важного у вас заканчивается. Что у вас заканчивается? Дисбаланс. Вы найдете, мне кажется, какой-то стиль внутри себя. И тогда, мне кажется, заканчивается кармический урок. Вот так. Это был январь 2026. Принимайте как хотите и уже увидимся в следующий раз.